Как заработать $1 в минуту? Досмотри видео до конца, и ты узнаешь об этом. Итак, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам очень интересную стратегию. Она довольно известная, но мало кто и пользуется именно в бинарных опционах. Система называется система Мартингейла. Она очень простая и не требует никаких особых навыков. Итак, ставится минимальная ставка. И в случае проигрыша ставится ставка, которая покроет предыдущий проигрыш. То есть смотрим, как это работает. Я специально вам показываю на своем счете, на котором реально пополнено 1000 долларов. Но на самом деле я пополнял счет не на $1000, там порядка $400 было. Но вот эти деньги я заработал примерно за неделю. Я сразу вас предупреждаю, что бинарные опционы имеют долю риска, как и любой другой вид заработка типа Форекса, бинарных опционов и финансовых бирж. Итак, начнем. Значит, что нам нужно? Нам нужна любая ставка в любом направлении. Я, конечно же, доверяю системе Мартингейла, но и смотрю на свое какое-то чутье и на свою интуицию. Поэтому будем ставить первую ставку в каких-нибудь минимальных порогах. То есть берем $1, смотрим, ну, по логике курс должен вырасти к концу этой красной линии, поэтому ставим выше, $1. И ждем. Я буду вам прокручивать некоторые моменты, потому как, чтобы не тратить ваше время, поэтому после ставки я буду ускорять время, чтобы мы закончили быстрее, потому что это очень долгий процесс. Вы можете обратить внимание, как проходили мои ставки до того, как я начал снимать видео, то есть сегодня, как я уже играл. То есть все довольно-таки в пределах, я постоянно, то есть если я проигрываю, то я возвращал свои деньги. Итак, смотрим, чем интересна система Мартингейла, тем, что она иногда кажется, ну, абсолютно абсурдной. Вот сейчас я вам покажу, почему абсурдная. Смотрите, мы проиграли первую ставку, да, теперь нам нужно обязательно ставить $3 вниз, то есть на понижение. Ну, кажется абсурдно, но иногда ты ставишь вниз, и и ставка выигрывает. Хотя кажется, ну, абсурдно ставить вниз, по-любому пойдет ставка вверх. Поэтому нельзя отклоняться от стратегии. То есть, если вы пользуетесь стратегией Мартингейл, лучше пользоваться ей от начала до конца. Не менять свои принципы, иначе вы можете просто потерять деньги. Смотрим дальше. Так, видно, что мы все равно проигрываем. Значит, берем, увеличиваем ставку. Я потом вам приведу целый список ставок, какой последовательностью на что вы должны ставить. Теперь мы ставим вверх. Еще для примера, ну, сейчас я просто поторопился, а на самом деле иногда лучше дождаться, если мы ставим вверх, то минимальных позиций внизу. То есть лучше бы было поставить это все сейчас по этой цене. Но я как бы поторопился, волнуюсь, переживаю, поэтому лучше ставить на минимальных позициях. Смотрим, поднимется ли ставка вверх. Так, мы опять проигрываем. Сейчас нам надо ставить вниз. Сейчас мы не будем торопиться, а подождем конкретно. Но ставку мы меняем уже на 40 и ставим вниз. Я даже рад, что у нас не получилась выигрышная серия, просто дабы вам показать, как происходит и почему не стоит огорчаться, если вдруг у вас не получается сразу выиграть. Мы по-любому выиграем, я вам это гарантирую. Ну и вот мы уже выиграли наш опцион, и мы вернули свои деньги и приумножили их. То есть, если вы перемотаете назад, посмотрите сумму, с которой мы начинали, и сколько у нас в итоге получилось. Итак, продолжаем дальше. То есть, если мы ставили на понижение, то теперь нам надо ставить на повышение. Меняем ставку опять на $, ждем минимальной позиции и ставим вверх.
Опять же, как по мне, то мне кажется, что рынок пойдет вниз, но система Мартингейла заставляет нас делать ставки а, вверх. Вот мы проиграли. Теперь мы берем, умножаем ставку, то есть делаем ставку 3 и ставим вниз на понижение. Иногда другой раз ощущение абсурдности ставки, думаешь, ну можно было бы поставить в другую сторону, какая разница. Но когда мы ставим в другую сторону, то система, получается, ломается, и мы в итоге проигрываем уже на других ставках. На более высоких ставках мы проигрываем бинарному брокеру. Поэтому лучше не менять стратегию. Вот как есть, так и есть. Вот казалось бы, сейчас все пошло вверх. Нет. В итоге все ушло вниз. Хотя абсурдно было ставить вниз. Ну, это просто доказывает то, что бинарные опционы непредсказуемый рынок на самом деле. То есть предсказать надо иметь большой опыт. Но при системе Мартингейла нам такого опыта просто не надо. Мы сейчас просто берем и ставим вверх. Казалось бы, все показывало на то, что рынок вырастет вверх, но нет, все равно успевает рынок провалиться ниже, чем наша ставка. Если б я пользовался какой-то другой стратегией, в данный случай я бы очень бы запереживал. Но на самом деле не стоит переживать, потому что наша стратегия работает на 99%. Вот опять мы выиграли, наша сумма уже увеличилась, поэтому можете перемотать назад еще раз, вспомнить, я просто не помню, какая сумма была в начале. И идем дальше, ставим опять ставочку 1 и ставим на понижение. Надо было пораньше торопиться, поставить где-то в этих пределах. Но ничего страшного, будем работать. Просто когда мы ставим с запасом для себя, с какой-то форой, то у нас больше шансов выиграть. Но на самом деле тут уже не важно, тут просто, когда вы уже будете играть, будете ставить свои ставки, то у вас будет до автоматизма доходить, вы будете знать, в какое время поставить, в какое время не ставить ставки. То есть даже на таком уровне, на таком мы выиграли ставку. Теперь мы берем и опять ставим вверх. Оп. Система подвисла чуть-чуть, но ничего. Мы поставили ставку вверх. Казалось бы, все указывает на то, что рынок должен расти. А нет, падает вниз все равно. Поэтому другой раз думаешь, а кто абсурднее, рынок бинарных опционов или система Мартингейла? На самом деле очень много людей зарабатывает на бинарных опционах, и я в том числе. Так, теперь ставим вниз, доллар вниз. Прямо победная серия какая-то. Ну, сейчас, я думаю, скоро мы должны начать проигрывать. И мне просто важно показать вам, что наша стратегия работает на 99%. О чем я? Значит, мои знакомые, мой друг тоже играет в бинарные опционы, и он меня, в принципе, подсадил на них. Я сначала не очень доверял бинарным опционам,
Но после того, как я попробовал стратегию Мартингейл, я, в принципе, зарабатываю очень неплохие деньги. Вот мы опять проиграли. Ставим ставку $3 и ставим ставку выше. Абсурдно, но так, надо было подождать, конечно. Я опять тороплюсь. Обычно я так не делаю, но ничего. То есть у нас есть время подумать, куда поставить до вот этой отметки, правильно? Значит, я в день где-то играю по 3 часа примерно. И за это время я где-то зарабатываю, ну, порядка $200. Может, ну, от 100 до 300. То есть на больше мне не хватает, потому что, ну, в принципе, рутинное занятие такое. Ставь вверх, ставь вниз. Ничего особенного. Мой друг не играет по системе Мартингейл. Для него это слишком унылое занятие, поэтому он играет на свои какие-то стратегии. Ну, я не очень их понимаю, потому что там надо опыт. Итак, мы отбили свою ставку очередной раз и уже выиграли вот такое количество, такую сумму. Мне хотелось бы вам показать более сложный вариант, чтобы мы проигрывали, ну, там раз 7-8, но добиться таких проигрышев очень сложно. На самом деле, самый максимальный мой проигрыш был это 7 раз. Я 7 раз подряд не угадывал ставку, но в итоге я все равно отбил. То есть мой депозит, я один раз пополнил счет и вышел на такой уровень. Ну, еще раз, давайте попробуем. Я бы поставил вверх. Я уже не помню, куда мы ставили в прошлый раз, но я поставлю вверх. Мне так кажется, что вверх пойдет рынок. Поэтому я считаю, что каждый должен просто попробовать, даже на демо-счете, протестировать эту систему Мартингейла. На демо-счете вас никто ни к чему не обязывает, вы регистрируетесь, заходите, у вас $1000 бонусная, она такая оранжевая. Вы заходите и пробуете, как работает эта система. Я вам гарантирую, что вы на этой системе, ну, не проиграете свой депозит, это точно. Мы опять проигрываем. Все ставят вверх. Вот шкала, которая показывает, куда ставить. Все ставят вверх. Мы поставили вверх. Теперь наша задача ставить вниз. Как ни абсурдно это бы звучало бы. Но придется ставить вниз, потому что так... Подождем лучшей, может, позиции. Хотя можем дождаться и худшей. Ну вот, вроде ничего. Ставим вниз, хотя казалось бы вверх. То есть меня просто поражает сам рынок. Надо иметь какое-то, наверное, финансовое образование, чтобы понимать, почему он так двигается. Но для простых людей, которые не вникают особо в бинарные опционы, ну, то есть финансовые эти рынки, ну, эта стратегия просто идеальна. Вот мы отбили свои деньги, те, которые потратили. Итак, народ, не буду тратить ваше время. Посмотрите в начале, сколько мы, с чего мы начинали и чем закончили. Мой счет реальный. Я показываю вам видео в реальном времени. То есть не доверять этой стратегии просто нельзя. Если вы сомневаетесь, зайдите, зарегистрируйте демо-счет и попробуйте. Всем советую, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до свидания.